Всем привет, с вами Лемар, мы продолжаем проходить Firewatch. Я за кадром добежал до вот этого непонятного места, где закрыт замок. Нам как раз надо отправиться на луг. И давайте взломаем, посмотрим все-таки, что там за этой дверью. В принципе, пока бежал, ничего интересного не было. Был разговор, то что про девушек, которые пропали-то... Они обсудили то, что они сообщили, что... Что-то упало. Сообщили то, что полиции, что они не разговаривали с девушками, а то, что их подслушивали, могли разговор как бы сказать, ой, записать весь разговор их, и то, что они с девушками все-таки общались, может кончиться для них плохо. Так они обсудили. Давайте взломаем все-таки. Не проще было по замку ударить. Smashed open the gate. Should I try to fix or hide this? No, screw it. Okay then. Давайте посмотрим, что за это за местечко. Следовать лук. Whoa! Ow! Планшет. Если вы ищете доктора Симмонса, он находится в исследовательском центре с 15 августа по 15 октября. Это оборудование принадлежит университету, отвечает доктор Джонсон. За оборудование, принадлежащее правительству, отвечает Кэт Фердинанд. Помните, это охраняемая зона, и о любых проблемах, поломках или нарушениях необходимо докладывать незамедлительно. I got stung by a bee. Okay. Is that it? Yeah. Did it hurt? Yes, kind of. Okay, I'm sorry. Потемнело, да? Так, дорожка у нас направо идет. Давайте пойдем по дорожке. Где она тут дорожка-то? Я даже не вижу. Я прошел. Забор. Музыка еще такая. Ага. Вот спуск. Пойдем не спеша. Оглядываясь, как обычно. Что у нас тут? Тут ничего. У тебя же фонарик где-то был. Ты находил где-то фонарик. Мы сюда пришли именно ночью. Нельзя было прийти сюда днем. Так, там вроде ничего. Еще деревья, блин, скрипят. Зловещее место какое-то. Что у нас там? Ничего. О. Что-то нашли. Похоже на
Радиовышка, да. Okay, I'm at the site. I don't see anybody around. Lucky for us. Yeah, lucky for us. B, there is some serious comms equipment out here, wireless stuff. What do you mean? I'm talking a big 20-foot tall transmission tower. And they could probably listen to whoever the hell they want. They're nestled down in this valley, which makes it impossible for you or any lookout to see them. Генератор. Тут у нас ничего нету. Идем дальше. Здесь тупичок. Чем дальше, тем темнее и темнее. Это робот, что ли? Очень похоже. Так, это мы уже говорили. Технологии для наблюдения. And there's all sorts of contraptions and shit out here. Like what? Dishes and stuff on metal legs. There are wires all over the place. I don't know. I'm not really up on high tech. Пишащее оборудование. This equipment is not stuff from the hardware store. Все. Давайте подойдем, посмотрим поближе. Так, здесь мы ничего не можем сделать. Открыть. Нет. Тут тоже, да, ничего, просто. Здесь у нас что лежит? Тоже ничего не можем. Какая-то разметочка. Что-то высаживали, что ли? Сейчас мы зайдем внутрь. Сначала я хочу осмотреться. Здесь тоже мы ничего не можем изучить. I'm in their main tent. What's it like? It's definitely some sort of monitoring station. Так, что тут у нас интересного? Фонарь, крепление выглядит тяжелым. Так, записки, термос. Взять мы ничего не можем, да? Пусто. Припасы, оборудование. Кружка нам не нужна, койка. Сейчас мы обо всем поговорим с ней. I just wonder where they are. All of their stuff is here. And they know you're there, so see what you can find and get out. Мгм. This place sleeps 3. They've got a row of cots here. So they live and work in the same tent? Yeah, it's all one operation. Huh, like us. Yeah, like us. I found their main monitoring desk. Oh my god, what do you see? Seriously, at this stage, I'd believe just about anything. There's a
box here with a dial. It has a needle, like it measures earthquakes. You mean like a lie detector? Yeah, I'm not sticking around to get hooked up to it. Передатчик. There's some sort of monitor. I don't know what it does. Maybe air quality or something? Maybe they're keeping data on everything that could impact our moods. That looks possible. This is crazy. I mean, this stuff looks like it just got lifted out of the space shuttle. I have to tell you, if I found out this was NASA, I'd be a hell of a lot happier. They're measuring the barometric pressure, too. Why? Maybe it's just a diversion. Планшет. Здесь порядок. Desk in here is a mess. I mean, it's like someone was in a rush or knocked a bunch of stuff over on accident. А перевод где? Тоска объявления, что они отслеживают. Okay. Shit. Got a map here that confirms they're tracking our people's movements. The map's got all sorts of paths and areas marked off on it. There are lines that look like some of the paths I normally take. Are you positive it's you? I'm not sure, but I think so. Okay, so there's a log here that tracks the movement of 4 distinct subjects. You and me? Yeah, definitely me. And I suppose you too. What about the other two? Гудвины, пропавшие. Может, подростки? Maybe the missing girls? Like, they're still out here and these people are following them? Maybe. It's possible, right? But then why haven't you seen them? I don't know. We'll talk this over and figure out how to get the hell out of here. Так, читать. Объект. Частота сигнала, пол, социализация, положение. Часто покидывает зону 2 тропы. Ж. Избегает общения. Проверить предыдущие данные. Односторонняя тяга к копуляции. Конфликт с другими лицами мужского пола. Непропорциональное поглощение пищи. Странно. Странный планшетик. Это по-любому кого-нибудь жесткий кейс. I think I found the thing they used to track us. Holy shit. You know, you swear like a lot. Not the time, Hank. Anyway, it's called a wave receiver. Looks like it picks up anything that emits a signal. It's got basic orienteering capabilities, everything. Holy Shit, Henry. Yeah, holy shit. You're gonna take it, right? Yeah, of course. Инструкция. Давай возьмем. Следовать за индикатором устройства. Okay, this thing is losing its mind, beeping like crazy. I can hear it. What's it after? I don't know. I'm gonna go find out. Now they're doing something with the soil out here too. It's all gridded off. Who knows what else they're up to? Куда-то вон туда, значит. Нет. Где-то вот здесь, да? В палатке что-то. Так, это мы спрашивали.
А, subject. Are you shitting me? What? What is it? There's a folder of reports here. What do they say? They're assessments about the two of us. There's stuff in here about Julia. Like what? Stuff I didn't tell you. This is... What does it say about me? You said there was one about me. And it looks like they've been following me around. What I do when I'm out hiking? Jesus. Henry, do you hear me? You have a boyfriend, Javier? What the fuck? Wish you hadn't left that out. I don't. I didn't. This is insane. I'm so sick of letting these people do this to us. We should just burn the place down. Think about it. Worst case scenario, Yeah, fuck them. they'll dump an ocean of water on it, and these assholes will spend the rest of the summer picking up the pieces. We get to finish out our contracts. Hell, we'll even call in the fire. Yeah, okay. You don't sound too excited about that. I'm not. Look, worst case scenario, the fire rages out of control and kills a bunch of people. Worst case. Well, maybe it's not the best idea. Yeah, it's definitely not the best idea. I'm so fucking wound up! It's all right. I'm just gonna hike back. We have the wave receiver, and tomorrow we can figure out what to do. Вернуться к вышке для тропы. Сначала почитаем вот это вот. Объект Дела. Возраст 43. Обзор статуса в порядке. Неделя 1, неделя 4, неделя 6, неделя. 4 характера. Надежно, возможно, алкоголизм. Наблюдательно, харизматично, эгоистично. Искаженное восприятие личной истории. Отношение к делу наблюдателя. Никогда не была замужем, детей нет. Редко выходит на улицу или покидает свое местоположение. Многочисленные любовники, несмотря на наличие долгосрочного партнера. Хавьер. Угу. Окей. Здесь у нас что? Генри. 39 лет. Объект статуса в программе. Вдумчивый исследователь, придерживается запланированного, склонен к гневу, пассивен, испытывает чувство вины, прямолинейный, сдержанный. Кратко об объекте. Объект полностью увлек своего супервайзера. Доверие предстоит научного доказать. Все указывает на полное сотрудничество. Обновление. Объект может подозревать о тестировании. Предполагает завершить наблюдение, если объект решит покинуть свой пост. Подпись супервайзера ЭГ. Окей. Значит, валим отсюда. Пока нас не нашли. Добраться до 2 тропы. Это будет долгий путь. Так, вроде сюда. Так, это дерево. Вот мостик. Whoa! Oh, shit! Delilah, there's smoke coming from the site. I just climbed out of there and the bridge collapsed. What the hell happened to you? It's definitely not the best idea. It wasn't me.
Сообщить, Just call конечно. it in like any other fire. And what about who started it? What about them? The person who started it? Yeah. We're talking about people watching us out here who are now burning the forest and everything in it around us. I don't know what to do about that. Except get the hell out. Yes, get us the hell out of here. I will. День 77. Непонятно, что творится. С каждым разом все загадочнее и загадочнее. Вот тут сколько всего понаклеил. Давайте посмотрим. Чтобы использовать приемник. This receiver just picked something up. It's like a signal. It's going beep beep. Yeah, what could it be? I don't know. You gotta find out. All right, I'm on my way now. You know what I just picked up? No. A fifth of Major Bueno tequila from the creek. Are you drunk? No! I am getting drunk. Hey, D, I don't want to harsh your vibe, but maybe, just maybe, that's a bad idea. Henry. What? You're harshing my vibe. My thinking is I could stay up all night worried I'm gonna lose my job because of the side fire, or I could not worry and let the chips fall where they may. It's not like there's any proof we were down there. My thinking is I'm gonna follow this wave receiver. Ooh, I like it when you think. Yay. I'll just leave you alone with whatever these thoughts are. Last thing I need is another big crossword breakthrough. Все, да, оно недоступно. Записи Рона и Дэйва. Это что у нас? Тут одни записи Рона и Дэйва. Июньский пожар. Записи подростков. Записи пожарной команды. Подростков. Драйн Гудвин. И здесь у нас что? Записи Рона. Без даты. Станция. И Плашенца со станцией. Блин, ладно, фиг. Ладно, пойдемте искать, куда нас ведет этот сигнал. Пожар все до сих пор не утихает. Сейчас я спущусь вниз и достану. Куда у нас посылает. Там тоже он горит. Куда-то туда говорит. Мы как-нибудь можем пройти? Где мы вообще находимся? К реке, да, нас отправляют? Так, туда нет. Куда-то вон туда. Мне надо спуститься, я так понимаю. Давайте по-быстрому пробежимся. Рядом пожарчик устроили. Так, куда?
что-то там. Что-то вот тут вот. Может, он к той пиктограмме? Тут же сможем пройти к ней, да? Или не сможем? Вроде было какой-то проход. По воде надо пройти, да? Ладно, пошли обратно. Полазим там, значит. Тут же все равно никакого прохода нету. Это вот сюда показывают. Застрял. Странный рюкзак. Пойди девчонок тех еще. Изучить. Проверить это странную сумку. Давайте проверим. Ключ. 452. See, I found some sort of supply bag, light camping gear, some clothes, basics, but it was alarmed. I think that's what was making the receiver go haywire. You're okay? It's not a trap or anything? Yeah, I'm fine, but there's also a set of keys here. I don't know why they'd be hidden out here. They say Shoshone National Forest, Cave 452. Is that the one in the canyon? Yeah, it is. Who the hell took them? And what the hell is in that cave? Okay, let's just think. Says the woman with a half a bottle of tequila in her bag. Maybe they're panicking and we're preparing to beat it. The fire has them spooked, and we have new walkie-talkies, so we have the upper hand. Yeah, well, it's hard to feel like you have the upper hand when you're standing in the dark in the middle of the woods. Oh. Well, you're back in your tower. Maybe you need a drink, too. I'm not in my tower. I am looking at a man standing in your lookout. And it's not you? It is not me. Oh my god, go. I'm going. Вернуться к вышке. Что за черт тут происходит? Так, вышка, вышка, вышка. Нет, не сюда. Хотя тут уже сколько бегаю, я так и не привык. Сможем перепрыгнуть? Нет. О, что-то. Руби. Ты сможешь. Давай. И еще удар. Отлично. И где-то тут кнопочка была. Я там никого не вижу. Что же загорится, поди?
Я никого не вижу. I don't see anyone up here. He was just there. О, Left a cassette player taped to my damn door. I don't even know what to say to that. Well, let's see what's on it. I'm so sick of letting these people do this to us. We should just burn the place down. Fuck them. We'll dump an ocean of water on it, and these assholes will spend the rest of the summer picking up the pieces. We get to finish out our contracts. Hell, we'll even call in the fire. Yeah, okay. It's a tape of us talking down at the site. It sounds like it was recorded from somewhere nearby. Oh, Jesus. Yeah, and it sounds like we were the ones who burned it down and that it was your idea. No. We are screwed. No! Dee, just don't freak out, okay? Don't freak out. Oh my god, what the fuck is happening, Henry? день 78. Мне тоже интересно, что творится. Жесть какая-то происходит. So your little bender isn't looking like such a good idea under the light of a new day, huh? No, it isn't, but that's not it. Someone claiming to be Henry in Two Forks called a lookout in another sector early this morning and said that I knew what caused the Wapiti Meadow fire. So I just got off the horn with that lookout who's wondering what I know, or that I'm an arsonist, or that I'm fucking losing it. Furthermore, I bet you don't have the only tape of us from last night, so someone has evidence to back it up. We need to find out what someone's been keeping in that cave. I'm going down there now. We don't have a lot of time left out here, and if we don't find some fucking answers, when they lift us out of here, it's gonna be in handcuffs. We have to stick together, okay? Keep our story straight. From the first day with those girls to the person breaking in on our conversation, everything. We gotta be honest and consistent. Yeah, I suppose you're right. I know. Так, пещера. Если бы я помнил еще. Я знаю, как пройти. Надо туалет найти. Так, здесь туалет. Здесь. Блин, где туалет-то? Там возле туалета была тропинка. Вон он. Спускаемся как раз к пещере. Это как мы сюда первый раз вернулись. Такой цвет, как будто кровью все залито. Посмотрим, что в этой пещере такого загадочного. Погодка так себе. 78, да? Больше 2 месяцев, 2,5 где-то примерно. Раз вот здесь какой-то мужик стоял. Смотрел вниз. Здесь ничего нету, да? Давай спрыгнем. Hey, you didn't actually make that call, right? To the other lookout? It just stuck
stuck in my craw. I let myself imagine how fucked I would be if you'd been lying to me. But now that I asked, I kind of just wish I hadn't. I don't even know how to call anyone other than you. And please, rest assured, I would have found someone with a better sense of humor a long time ago. Okay. Thanks. Так, мы почти пришли. Что же там такого спрятано-то в этой пещере? Ну, что застрял-то? Так, и вот она пещера. Давайте посмотрим, что там спрятано. Я так понимаю, дело к концу подходит. Да, 452. Так, сообщить мы ничего не можем. Использовать ключ. Толкнуть. И теперь пойдем потихоньку, не спеша. Посмотрим, что же в этой пещере такого. What the hell? Jesus, this is a big cave. Пещера. Что у нас вот здесь? Завал, да? Найти путь из пещеры. Протиснуться. Но вниз мы точно не спустимся. Так что нам только вперед. Такое ощущение, что его испытывают. Для чего? Совсем другой вопрос. Давай камеру быстрее. Свет появился сзади какой-то. Откуда тут освещение-то? Мы без фонаря идем, без ничего. Обвалится по-любому. Даже видно по трещинам. Нет? Я думаю, обвалится. Холодно. Ну это пещера. Конечно, тут и холодно. Я вижу свет. Мы ничего не можем делать, так что идем вперед. Подъем какой-то куда-то. Все еще пещера. Это все еще пещера. Темнее становится. Выход. Какой-то. Где это, мне интересно? Тут-то нету. Ну, даже на карте нету, да? А, вон мы где появились. Давайте спустимся. Hey, are you there? Yeah, what is it? What did you find? Nothing yet, because someone tried to trap me in there. You saw someone? No, someone slammed the gate behind me and then ran away. I found another way out, but if I hadn't, Jesus! So you didn't find anything? No, there's a spot where someone had sunk an anchor, but the hardware's gone now. I don't have any climbing equipment. I just have my ropes.
I'm gonna hike back to Two Forks and see if I can find anything that could double as an anchor to use in the spot. Well, that doesn't sound dangerous. Угу. Что у нас? Какое задание? Никакого задания. Да, найти что-нибудь, чтобы использовать в качестве крюка, да? Это вода какая-то. Здесь не болото. Тут какая-то вода, дерево. Сейчас немножко поисследуем. О, мышка какая-то непонятная. Так, что тут есть интересного? Ну, путь только один, вот сюда. Ух ты. Delilah, I just found an outcropping that someone was using as a little fort. I think it was Brian Goodwin. Really? Yeah, he built himself a real castle. Вон эта фигня лежит. Нарисованная от руки схема. Hey, remember that pack I found? Back on your second day? Yeah. I found a plan Brian drew about how he was going to get it back. Oh, I'm sure it was quite elaborate. It's some Wile E. Coyote stuff, I'll tell you that much. Давайте посмотрим. Домашняя работа по физике. Brian was doing a science fair project about bouncing radio waves off of a meteor shower. Poor kid left his homework? Yeah, he must have been pretty smart, huh? Yeah, sharper than a lot of the grown-up knuckleheads I'm used to, yeah. Yeah, but not smarter than yours truly, right? Wait, are you seriously feeling threatened by the intelligence of a 12-year-old you've never even met? I'm just saying I'm pretty, with it. I'm a pretty bright bulb. Yeah, Henry, you're a regular Rhodes Scholar. Nice. Давайте почитаем. План возврата рюкзака. Доски, веревка, камни. И все, да? Домашняя работа по физике. Для Олимпиады по физике в Гамильтоне. Черновой вариант. 6 класс. Говорящие метеориты. Как волна любительских радиоприемников могут использовать материалы, чтобы говорить с людьми далеко-далеко. Что если бы можно было использовать метеориты в атмосфере для того, чтобы говорить с людьми, находящиеся далеко? Вы, наверное, думаете, что я это просто придумал, но вы ошибаетесь. Метеориты – инопланетные камни, прилетающие на нашу планету из открытого космоса, могут быть использованы для отражения радиоволн, что позволяет использовать радиоприемники гораздо лучше, чем обычно. Сейчас вы думаете, окей, Брайан, это похоже на кино, типа полета навигатора, это фантастика. Но вы ошибаетесь, это правда, это физика. Это возможно благодаря рассеянию отражения радиоволн. Мой проект доказывает, что рассеянное отражение волн это от метеоритов существует. Но что же это такое? РОВ. Этот метод распространения радиоволн, использующих ионизированные следы метеоритов в нашей атмосфере. Метеориты, войдя в атмосферу, могут создавать полный след из ионных частиц, которые может использовать оператор любительского радио для установления кратковременной связи с другими операторами.
находящийся на расстоянии более 2400 километров. Это довольно круто. Я протестирую это небольшим разговором с папиным американским другом, который живет в Альбукерке, Нью-Мексико, 1600 километров от моего дома. Мы попробуем поговорить в обычное время, но моя гипотеза заключается в том, что это не получится, и нам придется ждать метеоритного дождя, чтобы наладить связь. Школьная папка. I found an old school folder. Brian was a hell of a doodler. It's a little weird that he'd just leave so much of his stuff out here. Well, maybe they were in a hurry when they left. Like I said, he wasn't supposed to be out here. Yeah. They almost got busted. Brian liked to go out on the railing of the tower and wave at the planes that dumped water on fires, and I got a call because someone thought a kid was up in Two Forks. I lied and just said it was Ned. If I ratted him out, they would have been forced to leave, and I don't know, I guess I just felt like I was saving him from whatever shitty life Ned was gonna bring him back to. Not that it ended up mattering. Просто учебник, да? Нет, можно почитать. Папка, в которой были школьные материалы и отчеты. Предположительное подтверждение нормала. Ничего интересного. Камень. Взять. Бросить. Что у нас тут еще интересного? Крепостная стена. Stacked up, he made a wall and a perimeter. God. Yeah, that's perfect. You know, maybe he made it because he was afraid of them. Whenever I think of Brian possibly going through this crap, I get sick to my stomach. Yeah. Sorry. 5 радиусов к северу. Флаг. He was in the middle of really sprucing up the joint when they left. КС. Ну, положи его обратно. Старая подушка. Динозаврик. Самодельный знак. О. Давайте посмотрим. Блин. Записка рейнджеру. Huh. Brian stole his dad's climbing gear, his anchors. That's convenient. Yeah, it is. I think he was gonna hide them in a cash box or something and never got around to it. I mean, he left a note for a ranger to find them and send them back to him in Nebraska. Because he hated climbing? Yeah, it sounds like Ned was pushing him, and pretending to lose his anchors was the easiest way to put a stop to it. I hope it worked. God, what an asshole. Yeah. Man, that is the sort of thing that would have caused me to catch a beating growing up. Yeah, well, I wouldn't put it past old Ned. Так, давайте почитаем. Дорогой рейнджер, привет. Меня зовут Брайан Гудвин. Если вы найдете эту записку, она приложена к набору крюков для скалолазания. Не могли бы вы оказать мне услугу? Отправить их, пожалуйста, Брайану Гудвину по почте. Мой адрес 55 Фок-стрит Лейн, Норт Плэт, Небраска, 60 это индекс. Если вы скажете мне свое имя и адрес, я пришлю вам вознаграждение. Вы, наверное, думаете, почему я их тут оставил. Ну, они моего папы. И я не хотел, чтобы он их потерял. Но я больше не хочу лазить по скалам, поэтому я решил притвориться, что потерял их. Но если вы мне их вернете, все будут довольны. Спасибо за уделенное внимание. Спасибо вам большое, рейнджер. Награда будет хорошая. Вязальные крючки. Угу. Диаграмма любительского радиоприемника.
There's a ham radio schematic here, something Brian was working on. Yeah, I think that was the one thing Ned did do with him. You know, tinkering on stuff like that. Схема гуглена. Открытка. There's also a postcard here from Brian to, I guess, his neighbor. What's it say? That he's with his dad and sorry he can't mow his lawn this summer. Oh, gosh. And also he was worried his dad didn't know when school started. I'd say that's a lucky break if I were him. Yeah, that doesn't surprise me. Ned didn't really seem like a, you know, with it dad. Дорогой мистер Заклер, я с папой и Лендера Вайоминг тут довольно клево. Папа рыбачит в месте под названием ущелье Синкс. Большая часть Вайоминга похожа на Небраску, только тут горы и леса. Простите, что не могу стричь ваш газон этим летом, но надеюсь, что вы нашли вместо меня хорошего человека. Можете написать мне в ответ и сказать папе, что у меня начинаются занятия в школе, а то я не уверен, что он знает. Ваш друг и сосед. Так, тут еще что-то лист. There's some grade A dork contraband here. You found his pocket protector? I found I guess, a data sheet for one Gladius Silva, half-elf armor 7. Classic wizards and wyverns. Давайте почитаем. Игрок. Брайан. Персонаж. Гладиус Сильва. Хаотичное добро раса. Полуэльф. Класс следопыт. Уровень 4. Пол мужской. Возраст 29. Рост, вес. Внешность грубая. 4 глаза. Зелено-голубые. Фигня какая-то. Так. И видеоигра. There's a busted old toy out here, some sort of electronic game. Yeah? I like Pong. Everybody likes Pong. Gosh, Brian had everything he loved out there.